3 раза в день в течение примерно года собака с тоской и надеждой смотрела из окна своей уютной обители. Ее взгляд был направлен в гостиную соседского дома, словно там скрывалось что-то важное и значимое для нее. Сначала ее хозяйка, Кейси, думала, что ее питомец просто хочет на свежий воздух и гулять на улице. Она пыталась выводить собаку на прогулки, чтобы утолить эту странную тоску. Но после долгих вылазок на воздух ничего не менялось. Ситуация оставалась прежней. Когда они возвращались домой, собака снова садилась у окна, наблюдая за соседями, и так продолжалось изо дня в день. Кейси совсем не знала, как помочь своей собаке, которая вроде бы на первый взгляд выглядела совершенно здоровой. Она сама вглядывалась в соседний дом, пытаясь понять, на что же смотрит ее питомец, но ничего не увидела, что могло бы объяснить ее необычное поведение. На что же на самом деле смотрела ее собака? Затем случилось нечто, чего никто не ожидал и не мог предсказать. Все начало меняться, когда Кейси стала замечать это странное поведение своего любимца. Собака вела себя так, будто была одержима видом за окном. Она приняла привычку весь день вглядываться в окно, и хозяйка не понимала, в чем дело. Смотрела ли собака на кого-нибудь или что-нибудь, было сложно понять. К тому же Кейси просто не могла весь день оставаться дома, поскольку ей нужно было ходить на работу, выполнять домашние дела и заботиться о своем питомце. Однако, несмотря на свою занятость, она решила разобраться, что происходит с ее любимицей. Она хотела помочь собаке и понять, почему та ведет себя так странно. Сначала Кейси подумала, что, возможно, за окном просто бегает белка или какая-нибудь птичка, но когда она выглянула на улицу, то не увидела никаких животных. Когда у нее появились несколько свободных дней, она решила остаться дома и, наконец, попробовать выяснить, что происходит с ее питомцем. Однажды, когда она смотрела телевизор, кое-что привлекло ее внимание. Она заметила, как ее собака, как обычно, смотрела в окно с необыкновенной настойчивостью. Кейси решила подойти к ней поближе и, наконец, увидела кое-что, что изменило все. Это была соседская кошка, которая мирно сидела у своего окна и совершенно не обращала внимания на окружающий мир. Кейси решила не мешать своей собаке и просто понаблюдать за 2 четвероногими, которые, казалось, были заняты наблюдением друг за другом. Кошка в соседнем доме также была погружена в свои мысли, сидя у окна. Через 2 часа, когда Кейси снова подошла к окну, она заметила, что кошка уснула, а собака продолжала смотреть на нее с интересом и, пожалуй, с нежностью. Это было действительно странно, ведь собаке никогда не нравились коты, но она продолжала пристально следить за соседской кошкой. Интересно, наблюдала ли кошка за ее собакой так же внимательно? Позже она заметила, что и кошка с интересом следила за своими соседями, что вызвало улыбку на ее лице. С тех пор девушка стала каждый день наблюдать за таким странным поведением животных, которое ее удивляло. Ее поразило, как они могут смотреть друг на друга часами без перерыва. Что же могло быть между этими 2? С чего вдруг собака и кошка начали взаимодействовать таким образом? Неужели они были влюблены друг в друга? Кейси было действительно интересно узнать это и разобраться в происходящем. История продолжалась день за днем. Всякий раз, когда Кейси возвращалась домой,
Она видела, что ее собака не отрывает взгляда от окна и с нетерпением ожидает момента, когда появится соседская кошка, чтобы снова начать наблюдать за ней. Эта привычная картина вскоре стала для Кейси неотъемлемой частью ее дня. Однако вскоре она заметила, что с ее питомцем произошло нечто странное. Собака больше не смотрела в окно и не проявляла интереса к соседскому дому. Вместо этого она просто лежала на полу, что было необычно для ее активной и веселой собаки. Кейси подумала, что животное могло заболеть или что-то случилось. Она посмотрела на миску с едой, но она оставалась полной. Собака даже не притрагивалась к ней. Девушка решила подождать день или два, чтобы посмотреть, будут ли появляться еще какие-то симптомы заболевания, ведь такое поведение для ее собаки было абсолютно нехарактерным. С каждым днем собака все больше впадала в апатию, и Кейси с ужасом отмечала, как ее любимец теряет интерес к жизни. Такого поведения хозяйка ни разу не наблюдала за своим питомцем, и это вызывало у нее тревогу. Поездка к ветеринару показала, что собака не имела никаких заболеваний. После осмотра ветеринар ответил, что собака прекрасна и полностью здорова, однако ее внешний вид и поведение говорили об обратном. Кейси рассказала ветеринару о том, как ее собака в последнее время неотступно наблюдала за соседской кошкой из окна. Ветеринар, внимательно выслушав ее, только улыбнулся и задал стандартные вопросы о диете, активности и режиме сна собаки. Однако с этим всем все было в порядке, что стало очевидно после небольшого обсуждения. Когда они вернулись домой, собака заняла свое привычное место, даже не взглянув в окно, что сигнализировало о том, что что-то было не так. Кейси посмотрела на соседний дом и заметила что-то необычное. Вокруг окна соседки появились многочисленные цветочные горшки, что явно не давало собаке заглянуть внутрь. Почему же Кейси не заметила этого раньше? Теперь она поняла, что случилось с ее питомцем, и она знала, как решить эту проблему и вернуть собаку к жизни. До этого Кейси пробовала множество способов, чтобы развеселить свою собаку и вернуть ей интерес к жизни. Она пыталась играть с ней, водила на долгие и увлекательные прогулки по улицам, а также покупала новые игрушки и угощения. Но, к сожалению, ничего не помогало. Собака, конечно, радовалась, но очень недолго. Ее апатия возвращалась. Когда Кейси уже не знала, что делать дальше, у нее появилась идея попробовать последний метод. Она была уверена, что еще можно было наладить ситуацию. Многие бы в ее ситуации уже сдались и оставили все как есть. Но Кейси была не из таких. Она очень любила животных, поэтому решила попробовать сделать все возможное, чтобы спасти своего любимца. Она задумалась и решила обратиться к своей соседке, чтобы рассказать ей о всех происходящих событиях и попросить о помощи. Она надеялась, что соседка окажется понимающим человеком, готовым принять ее просьбу о внесении изменений. Однако, когда Кейси постучала в дверь, ей никто не ответил, поскольку соседка была очень занятой женщиной, и ее часто не бывало дома. Эта ситуация стала для Кейси настоящей проблемой, но тут ей пришла в голову отличная мысль. Она решила оставить своей соседке записку, в которой описала все, что происходило в последнее время, и попросила ее убрать растения, чтобы собака наконец перестала грустить из-за них. Она аккуратно прикрепила записку к двери на самое видное место,
надеясь, что ее увидят и прочитают. Кейси не знала, чего ждать от своей соседки. Она лишь надеялась, что ее не воспримут за сумасшедшую. Ей не хотелось, чтобы ее считали странной девушкой с собакой, которая визуально могла показаться ненормальной. Однако ответ соседки не заставил себя долго ждать. На следующий день соседка написала ответную записку и убрала цветы с окна. В записке она сообщила, что была счастлива помочь ради таких замечательных четвероногих друзей и что любовь и дружба между ними намного важнее комнатных цветов. Это было просто потрясающе для Кейси, и она почувствовала, как ее сердце наполнилось радостью. После этого животные снова заняли свои привычные места и начали смотреть друг на друга, как это было прежде, потому что теперь их больше не смущали цветы. За это время они не забыли друг о друге, и теперь их хозяйки постоянно могли видеть, как их питомцы вновь мирно смотрят друг на друга через окно, как самые преданные друзья. Кейси была безмерно счастлива, что ее собака снова стала веселой и жизнерадостной. Каждый день, возвращаясь домой после работы, она радостно наблюдала, как ее собака снова сидит у окна, а в соседнем доме, на своем привычном месте, на нее смотрит кошка с любопытством. Оказывается, что кошки и собаки способны не только дружить, но и развивать настоящую привязанность друг к другу. Они могут научить нас любви и верности, что очень важно в нашем мире. Эта удивительная история, наполненная легкостью и смехом, напоминает случай Чарли и Скотта, двух пушистых друзей, которые имели дружбу, которой можно было только позавидовать. Но, к сожалению, ничто не вечно. Чарли, котик, который был лучшим другом Скотта, скончался, и Скотту пришлось самому справляться с горем и потерей своего лучшего друга. Он не мог уснуть и все время проводил перед компьютером, на котором играло старое видео с моментами, когда они играли вместе. Это пример тому, что даже смерть не может прекратить глубокую дружбу между животными, и все, что они делали, остается в воспоминаниях и сердцах, которые всегда будут связаны. А вы верите, что животные могут по-настоящему дружить? Или даже влюбляться друг в друга? Если у вас есть пушистый друг, то вы наверняка думаете, что такое возможно. Эта история о любви и дружбе между животными показывает нам, что они способны на настоящие эмоции и чувства, которые делают их жизнь такой же ценной, как и нашу. Они могут стать нашими верными спутниками и справляться с трудностями вместе с нами.